Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. С вами я, Борис Марцинкевич. И сегодня у нас в студии Владимир Владимирович Бабулев, руководитель замечательного портала. Я думаю, что все вы на него уже подписались. Ну, по крайней мере, заглядывайте. Вся информация о нефти и капитале на портале «Нефть и Капиталь» ежедневно, в том числе в телеграм-канале. Здравствуйте. Случилась действительно, на мой взгляд, большая беда. У нас в Керченский пролив не прошли два судна, два танкера, «Волга-нефть», самый распространенный тип судов класса «Река-Муря», 5000 тонн водоизмещения, то есть то, что он может в своих трюмах нести. Их было настолько много, что имен им уже не присваивали, они просто шли с номерами. «Волга-нефть» 212, «Волга-нефть» 239. И, кстати, добавлю, вот буквально сегодня «Волга-нефть» 102 сообщил о том, что у него там как бы не то чтобы прям трагедия, но что-то не в порядке, но, слава богу, обошлось. Это были какие-то технические неисправности, утечки топлива не обнаружено, ну, как бы вот как-то из ситуации, в общем, вышли без таких катастрофических последствий, как с двумя предыдущими. Одного моряка не смогли спасти, так что еще и с человеческими жертвами. Что произошло? Что делал, собственно говоря, танкер класса «Река-Море» в 9-бальный шторм в море? Ну, во-первых, это тот самый классический авось. А авось, помноженный на «ребята там денег платят, давайте быстрее, пока есть такая возможность», привело вот к этим вот последствиям. Собственно говоря, почему это произошло и было ли это когда-либо, ну тут можно вспомнить Виктора Степановича Черномырдина с его «не было никогда и вот опять», но мы специально полезли, так сказать, в историю вглубь веков и выяснилось, что за последние 5 лет подобных событий с танкерами в этой акватории не было. То есть, да, были проблемы с сухогрузами, там что-то где-то горело, там у кого-то там где-то были проблемы с рулевым управлением, его там затащило на мель, сломало пополам, но это все были сухогрузы. С танкерами подобных событий, но вот в последнее время, там, за последние несколько лет не происходило. Почему же именно сейчас, именно столько и именно вот прям вот одно за другим? Причем это никак не связано с событиями на линии боевого соприкосновения. Да, уже была история, когда горело, потому что прилетело нечто непонятное и неприятное. Здесь Нет, ничего не было. Здесь исключительно погодные условия. Собственно говоря, в чем проблема? Ну, что касается ситуации с российской нефтью, то вкратце, мы даже не вкратце, а с подробностями регулярно в нее погружаемся. Сейчас мы вернемся к ней вкратце. Собственно, российские нефтепродукты идут на экспорт. Несмотря на санкции, на борьбу с теневым флотом, новые санкции на новые танкера, на старые танкера и так далее, и так далее, и так далее. Черный список, да. Серый флот. Да, там в черном списке еще черным карандашом 2 раза подчеркнуто, но так или иначе. Не исключено, что в очередном пакете санкций будет еще более страшное наказание, будет черный список. Да. Вот, или фиолетовый, что-нибудь такое страшное. И выделят маркером. Ну, если отбросить в сторону шутки, то действительно российская нефть продолжает попадать на внешние рынки. А российские нефтепродукты продолжают экспортироваться и попадать на внешние рынки. Без них внешним рынкам достаточно тяжело. Ну, в 212-м была не нефть, а мазут. Мазут. А, собственно говоря, он и есть нефтепродукт. А в принципе, при определенных условиях мы можем рассматривать его и как нефть, потому что целый ряд НПЗ зарубежных покупают российский мазут, который они используют в качестве нефтяного сырья для последующей переработки. Ну да, вот если вспоминать до 2022 года, большой объем поставок шел в Соединенные Штаты, но это была не нефть, 2/3 из этого были нефтепродукты, то есть тот самый мазут. Да, тот самый мазут. Ну, а, собственно, специфика в том, что многие НПЗ в США были настроены на параметры переработки венесуэльской нефти, а венесуэльская нефть по своим параметрам, в принципе, очень близка с российским мазутом, поэтому американцы с большим удовольствием покупали российский мазут и у себя его перерабатывали. Тем более на тот момент мы еще были не под санкциями, а Венесуэла уже была. Ну да, венесуэльская нефть, она тяжелая, вязкая, с высоким содержанием серы, то есть наш любимый мазут М100. Да, вполне подходит по параметрам. Ну так вернемся к этим несчастным танкерам.
Турция закупает российские нефтепродукты, можно сказать, как не в себя. Турция у нас сейчас под руководством мудрого товарища Эрдогана, который, как он заявил, тут в мире осталось только два лидера, Владимир Владимирович Путин и я. Правильно я сказал? То есть эту фразу вырезали. Но где-то обиделся Александр Григорьевич. Вот он этого не простит. А у него нефти нет. Хорошо. Собственно говоря, Эрдоган закупает в огромном количестве российские нефтепродукты, собственно, закупает и нефть, и газ, и так далее. У Эрдогана есть мечта стать таким своего рода энергетическим хабом, чтобы фактически все, что поставляется в Европу, из России точно, и по возможности из Ближнего Востока, а также из других регионов, проходило через Турцию. Для Турции это, естественно, приятно, выгодно и так далее. То есть страна крупнейший транзитер энергоресурсов. И, соответственно, каждая прошедшая через Турцию тонна нефти или нефтепродуктов, каждый кубометр газа, кусочек от него попадает в Турцию, либо в виде, собственно, самого сырья, которое используется на территории Турции, либо в виде денег за транзит всего этого великолепия. Тем более, что азербайджанская компания «Сакар» не так давно построила очень свежий завод на территории Турции, рассчитан, естественно, на нефть марки Azeri Light, что добавлять тяжелого. Если посмотреть, то это турецкая компания начала закупать нефть марки Юрос. Но вопросы к Эрдогану, почему ты закупаешь контрольный пакет у азербайджанцев, понятия не имею, что они закупают. Но вопрос к Азербайджану, почему вы закупаете Юрос, мы-то здесь при чем, мы у себя в Азербайджане мы не покупаем нефть Юрос. Это там какие-то турецкие компании. И так намешалось. Да, откуда-то. Это турки виноваты, потому что, замечательный треугольник. Там одно время по статистике получалось, что весь объем дизельного топлива, производимого в Турции, полностью 100% экспортировался в Европу. И Эрдогану задавали вопросы, на чем у вас, собственно говоря, автомобили двигаются. Это другое. Да, спросите у автомобилистов. И, кстати, напомню, что в связи с этим топливо в Турции стоит в переводе на рубли примерно 100-117 рублей за литр. Оставим несчастных турок и вернемся к несчастным танкерам. Соответственно, объем экспорта нефтепродуктов из России через Турцию не только большой, он еще и постоянно растет. Да, если смотреть на все наши запреты, дизельное топливо запрещали вывозить, бензин запрещали вывозить, мазут, пожалуйста. Мазут, пожалуйста. Собственно говоря, если мы возьмем какой-то город, в котором небольшое движение автомобилей, и раз в час по какой-то улице проезжает машину, то, естественно, и статистика ДТП там тоже будет практически нулевая. А если вдруг на этом участке этого города машины начинают сновать туда-сюда, то обязательно какая-нибудь из них об какую-нибудь долбанется, и в результате статистика ДТП резко ухудшится. Соответственно, количество объемов вывоза мазута из России в Турцию резко увеличилось. Откуда у нас вывозится мазут? Откуда его удобнее возить? Через Черное море. Соответственно, танкера там сейчас снуют с мазутом туда-сюда, туда-сюда. А поскольку очень хочется заработать на этих поставках, вкладывать деньги в использование танкеров, подходящих по классу для хождения, например, через бурное штормовое море, вкладывать в это не очень хочется. Поэтому сработал, видимо, тот самый авось. Ребята, у нас танкер класса «Река-море», там, конечно, шторм, но денег платят, авось проскочим. И получается, снаряд не падает в одну воронку, с танкерами это работает по-другому. Если суда не предназначены для хождения по морю в шторма, когда высота волны достигает 9 метров, выгнать в это самое бурное море, вопрос лодочного порта будет, дальше, конечно. Да, дальше вопрос, когда он сломается пополам, это уже просто вопрос времени. А дальше, как обычно бывает в таких случаях с катастрофами, то есть просто нанизывание одного фактора за другим на эту ниточку, которая в результате приводит к катастрофе. То есть одно из судов принадлежало компании Kama Shipping, которая находится в состоянии близком к банкротству. Прошлый год был с убытками. Да, прошлый год с убытками, соответственно, танкер, который эксплуатировался на этом маршруте ровно в свой день гибели, он отмечал свой день рождения, он был спущен на воду ровно 55 лет назад.
Соответственно, сколько он за это время сменил владельцев, какие регламентные работы там проводились, какие не проводились, и могла ли компания, у которой убытки там несколько миллионов, вложить что-то в техническое обслуживание танкера, большой вопрос. Ну, информация о том, что он летом проходил надлежащие регламентные работы, есть. Вот. Я думаю, что все остальное мы услышим от Следственного комитета. На бумаге они проводились или реально они проводились. Порт приписки Санкт-Петербург, компания Кама Шиппинг, шел он в порт Кавказ. Соответственно, в несоответствующую своему классу штормовую погоду. Опять же, возникает вопрос к тем, кто подписывал документы на выход танкера из порта. Возникает вопрос к капитану, причем, насколько я понимаю, на одном из судов был не капитан, а капитанша, причем, ну, трудно сказать, возможно, в 20 с лишним лет есть огромный опыт кораблевождения, но все это предстоит проверить следственным органам. Ну и возникает вопрос, разлив мазута есть, он на берег уже прибыл, там уже, соответственно, МЧС работает, что-то со всем этим надо делать. Я так понимаю, что заплатит за это приблизительно никто. Ну, если компания, а остальные судовладельцы находятся примерно в таком же финансовом состоянии, что и Кама Шиппинг, то получить с них, ну, наверное, вряд ли что-то будет возможно. То есть получается, что последствия вот всего этого безобразия будут ликвидироваться за счет государственной, и все эти затраты. Потому что я думаю, что и страховые компании не заплатят, потому что как только будет выяснено, что корабль находился в условиях, в которых ему вообще запрещено быть. Ну, насколько я понимаю, как это в случае с автостраховкой, это тоже работает примерно таким же образом. То есть прийти в страховую компанию и сказать, что я был без прав, пьяный, не пристегнутый и попал в аварию, заплатите мне денег, по-моему, это не работает. Причем не то, что попал в аварию, я ударился в стену, и у меня нос поломался. Вот, заплатите мне за поломатый нос. Но в связи с этим, опять же, возникает вопрос к контролирующим органам, видимо, предстоит какая-то масштабная проверка судов, находящихся, так сказать, вот в плавании во внутренних российских водах, возможно. И, кстати, здесь опять же возникает еще один стратегический вопрос. Мы же с вами любим обсуждать стратегические вопросы. Дело в том, что, насколько я понимаю, я имел возможность пообщаться и с некоторыми представителями и гражданского флота, и судостроителями. На самом деле с гражданским флотом ситуация-то у нас, в общем, достаточно грустная. Не, ну, что бы мы ни говорили об эффективных частных собственников, заставить его покупать и эксплуатировать судно 55 лет от роду, это значит, что других предложений нет, если он на это соглашается. Понимаю, собственно, предложений действительно особо нет, потому что, ну, действительно, судостроение российское, то есть советское судостроение, да, это известная отрасль, а что касается российского, то тут действительно большие проблемы есть, потому что и как бы новые модели не разрабатываются, и постройка происходит крайне медленно и не в тех количествах, в которых России необходимо. Поэтому, видимо, тут вот мы с вами любим говорить про энергетические стратегии, но, как мне кажется, может, мы залезаем не на нашу территорию, но, видимо, какая-то... Эта территория совершенно нефтяная, тут ничего не сделаешь. У нас есть статистика прошлого года, из всего грузооборота внутри России на долю речного флота пришлось 1%. И это катастрофически мало, с учетом того изобилия речных артерий, которые у нас имеются, с учетом возможностей поставок по реке нефтепродуктов. И главное, что я хочу сказать, раньше-то это было. Я вот просто, например, помню нефтебазу, Увекская нефтебаза, которая как раз расположена на Волге. Так этой нефтебазе на минуточку уже больше 40 лет. То есть, собственно говоря, раньше это работало и в большом количестве поставлялись по внутренним рекам не только какие-то там насыпные грузы, но и те же самые нефтепродукты. Московский НПЗ, оттуда развозка осуществлялась тоже теми самыми судами река-море или просто река. И я напомню нашим слушателям и зрителям о том, что вот среди всех видов транспорта дешевле перевозок по воде только труба. И, тут ведь ситуация на самом деле, если посмотреть по судостроительной отрасли, загрузка практически уже выше 100%. То есть все, что уцелело, работает. Но это действительно то, что уцелело. Я
если честно, не смотрел, что в европейской части России, но в Сибири исчез Омский судоремонтный судостроительный завод, там сейчас прекрасные торговые центры, жилые кварталы. Тюменский, гремевший на весь Союз, на самом деле, такое крупное предприятие было, жилые кварталы, нет судоремонтного судостроительного. То есть у нас реки стали терра инкогнито. При этом мы не устаем жаловаться на РЖД, но РЖД монополист. Вот, даже если бы они были очень хорошие, монополист себя ведет непроизвольно, как монополист. Перевозить грузы автомобильным транспортом дорого, и объемы такие не возьмешь. Речного конкурента нет. Верните речного конкурента, и РЖД будет себя вести совершенно иначе. Потому что если вспомнить, как шла нефть на восток, у нас там есть 2 нефтеперерабатывающих завода, до появления магистрального нефтепровода ВСТО, там было одно поведение, один стиль работы у РЖД. А когда РЖД обнаружила, что у нее грузы просто все исчезли, она задумалась, а что, собственно говоря, делать, почему мы не зарабатываем денег, все в трубе. Значит, надо предлагать условия более выгодные, чем может предложить Транснефть. Совершенно верно. И в этих условиях речной транспорт, он бы реально удешевил перевозки, во-первых. Во-вторых, возможно, логистически можно было бы доставать рекой до, скажем, каких-то участков, куда вообще ничего невозможно никак привезти. Я просто приведу пример. Например, работа нефтегазовых компаний в Якутии или на севере Иркутской области. То есть с учетом климатических особенностей отсутствия дорог, река – это один из основных транспортных маршрутов. Завоз по реке. Последний раз дноуглубительные работы на реке Лени проходили в 1988 году. Там и в советские времена не баловали. Это, конечно, тотальная работа. Здесь требуется искусственный интеллект, роботизация, цифровизация. Экскаватор на барже. Это очень сложно. Но у нас нет барж, у нас нет экскаваторов, у нас ничего не хватает. Средняя глубина Лены на день сегодняшний 3 метра. Это, мало кстати... того, что из-за ледовых условий, дай бог, 5 месяцев поработать, так еще и вот так. Мы с вами все время пытаемся обратить внимание регулирующих органов на внутренний рынок, то есть экспорт хорошо, дружить с зарубежными покупателями хорошо, но у нас есть своя собственная территория, где тоже нужны нефтепродукты, где тоже нужна глубокая переработка. И я к тому, что развивать Северный морской путь – это правильно. Но примерно так же внимательно имеет смысл посмотреть и на внутреннюю речную сеть, потому что я уверен, что и там есть проблемы и с, как вы говорите, дноуглубительными работами, и, скорее всего, с обеспечением хождения судов по фарватеру, потому что это тоже требует картографии, каких-то створных знаков, управления, связи, ориентации, GPS. Скорее всего, здесь тоже, наверное, все не в таком привлекательном виде, как хотелось бы. Раз уж касались реки Лена, то средний возраст судов, по ней передвигающихся, на день сегодняшний 58 лет. То есть приблизительно никогда. Напомню, что этот танкер, который затонул, был даже моложе этого среднего возраста на 3 года. Можете себе представить, какие душераздирающие лоханки ходят по Лене? Надо отдать должное, был проект строительства судоремонтного судостроительного завода в Жатае, да, небольшой, там классы, речные суда должны были строиться в количестве 10 штук, но еще 10 штук можно было ремонтировать, можно было как-то оживать. Проект по просьбе Якутии был рассмотрен, одобрен администрацией президента. Владимир Владимирович отмашку дал, Герман Силуанович. Господин Силуанов денег выделил. Извините, пожалуйста. Строительство началось, строительство на вечной мерзлоте. Началось оно до пандемии, потом был перерыв, потом был вопрос, будем ли достраивать. В Якутии сказали, да, конечно, но в связи с перерывом немножко изменилась смета. Недостроенный фундамент был пройден, по-моему, и капитальное строительство было закончено, начинка требует денег. Все выросло в цене,
в госбюджете таких расходов не было, это передали на баланс Республики Саха-Якутия. И Республика Саха-Якутия сейчас, опять же, могу в чем-то ошибаться, но оснастка вот этого завода, последний раз ее оценивали летом этого года, там порядка 3 миллиардов рублей. Их пока нет, пока ищем. Но это одна река Лена. У нас только великих сибирских рек немножко больше, чем одна. Да и центральные регионы могут похвастаться достаточно обширными судоходными реками. Ну, а если вспомнить про наш европейский север, Архангельская область, Коми, тут В общем, вот и вот. есть где позапускать торговое судоходство. То есть, с одной стороны, приятно, что вот на международный транзитный коридор север-юг стали больше обращать внимание. Сейчас есть шанс, что на Каспии, в Астрахани будет расширяться наши строительные мощности, может быть, и Дагестану достанется там оживлять движение по Каспию надо. Но у нас не только Волга. Мы за международное сотрудничество, но мы очень хотим привлечь внимание к тому, что у нас есть внутренний рынок. Причем не только в сфере нефти и газа, а также и других отраслей, за которые нам тоже немножко обидно. Ну и если говорить, что может дать дополнительный речной флот, основная причина, по которой РЖД отбрыкивается, извините за Извините за слово РЖД. Да. Есть более маржинальные грузы, контейнерные перевозки и так далее. Но если у нас часть грузов уходит на наши реки, РЖД может зарабатывать больше денег, тогда к ней можно больше претензий предъявлять по поводу того, как она работает. И получить с них, опять же, больше денег в виде налогов. И тот момент, когда РЖД теряет грузы, у нее начинает меняться характер в положительную сторону. Она становится доброй, пушистой, Разговорчивой. готовой на более приятные условия. Так что, мне кажется, это та отрасль, вот все, что связано с нашим судостроением, что с морским, что с речным, нужно что-то делать. Потому что статистика наших логистических компаний по итогам минувшего года остается все той же, неизменной. Из 100% морского экспорта на своих судах Россия отправляет за рубеж 10% грузов. Все остальное зафрахтовано. Мы на чужих судах возим абсолютно все. Уголь, нефть, нефтепродукты, металлы, лес, зерно, все уходит на чужих судах. Ну и на всякий случай Россия – страна 13 морей, 3 океанов. Может быть, об этом пора задуматься. Может быть, что-то нужно делать. Пока у нас, к сожалению, немножечко неудачно построившую работу объединенная судостроительная компания, которая передана под управление ВТБ для того, чтобы финансовую дисциплину привести в порядок. И, разумеется, здесь быстрых результатов тоже ждать не приходится. Вот банкиры, которые занимаются своим бизнесом, вот разберитесь, пожалуйста, что происходит в ОСК. 3 десятка заводов, банкиры, им не просто сейчас разобраться, что происходило, но напоминаю, ваш тезка не дальше, как в сентябре этого года на Восточном экономическом форуме поднял вопрос о том, что судостроительных мощностей России не хватает, необходимо минимум 2 новых завода, один на востоке, один на западе, и поручение правительству о том, что необходимо этим вопросом заняться. Будем надеяться, что у нашего правительства руки до исполнения прямого распоряжения президента страны в ближайшее время дойдут. А мы скоро увидим на наших реках замечательные, красивые новые суда российского производства. Не только пассажирские. Пассажирское судостроение речное восстанавливается, это здорово, но Россия в свое время была освоена за счет рек. Других путей у нас не было. За счет рек была освоена Сибирь, Дальний Восток. Давайте вернемся к этим традициям. Опять мы много чего насоветовали. Опять мы в надежде, что нас кто-нибудь услышит, поддержит, поможет. И даже что-нибудь сделает. Всем большое спасибо за внимание. Будем надеяться, что такие трагедии повторяться не будут, а визиты Владимира Владимировича в нашу студию будут продолжены. Спасибо. Всем спасибо за внимание. До свидания.